Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня уже тут пораскрашивала в кошках еще. Вообще так дело активненько пошло, так что мне еще немножко осталось, в принципе. Физиономия уже вырисовывается. Ну, а цвета такие. В общем, как я уже говорила, тут даже штриховка предложена. И вообще разные цвета. Ну и как бы мне веселей. Я хочу пораскрашивать вне плана немного Ханну Карлсон. Дело в том, что вообще в этом месяце у меня все исключительно по плану, и вне плана довольно мало всего. Ну, в Ханне Карлсон мне как-то хочется сейчас красить. Взяла внепланово вот эту раскраску. Ну, и решила, что вот это вот у меня раскрашено, это я потом сделаю. А раскрашу-ка я вот эту страничку. Потому что, например, тут у меня уже разворот сделан. А потом посмотрим, может быть, вот по порядку пойду. Может быть, сначала, перед тем, как пойти по порядку, вот, например, сделаю развороты, вот, завершу. Может быть, даже так. Потому что тут вот еще, например, где можно пораскрашивать. Ну, в общем, скорее всего, это уже будет в следующем месяце. Тут вот разворот. Здесь вот он уже как бы состоялся, разворот. Ну, в общем, какие-то такие планы, но в основном я так думаю, что в следующем месяце, а вот в этом, ну, хотя бы вот эту вот страничку вне плана сделать. Так что сейчас я достану карандаши. Ну, наверное, возьму тогда уже новый набор, вот этот Брутфунеров. Все-таки хочется тоже и этим набором пораскрашивать. Что-то я пораскрашиваю за кадром, потом пораскрашиваю на камеру обязательно, еще за кадром. Ну и результат покажу уже тогда в конце месяца. Я сейчас собиралась буквально немножко пораскрашивать, но, не знаю, меня это как-то так затянуло. В общем, я уже раскрасила грибы и листочки. Вообще, конечно, Брутфунеры очень классные карандаши, потому что можно их и наслаивать в том числе, но по факту они даже в этом особо не нуждаются. Но здесь я понаслаивала, вот. А здесь я вообще сделала один слой. Ну, имеется в виду, что вот я использовала 3 карандаша, и вот в один слой их наложила друг на друга, и получилось очень даже нормально, как мне кажется. То есть я прям и близко-близко смотрела, никаких проблем нет. Карандаши, конечно, классные. Так, один, видимо, еще хочет пораскрашивать. Вот. Ну, остальные листики я буду какими-нибудь другими цветами раскрашивать. И, конечно же, уже сделаю это на камеру. Чуть-чуть попозже сегодня. Вот. Пораскрашиваю тогда листочки. Я тут еще немножко раскрасила. Конечно, классно ими раскрашивать, этими карандашами. Не, ну у меня, в принципе, все карандаши, которые я использую, я их люблю. Но вот эти прям супер, такие мягкие, шикарно наслаиваются. Хотя я здесь вообще вот буду в один слой все наносить тоже, как и там наверху.
Ягодки тоже, ну, надеюсь, нормально цвет подобрала. Вот здесь белый добавлю. Кстати, классный белый. Один из лучших у меня есть, потому что и лира, и полихромос есть. Пробовала я Дервент Drawing, тестировала в магазине. Мне, конечно, говорили, что классный. Ну, видимо, для всех, ну, каждому свое. Мне не понравился. Хотя я обожаю дроуинги. Ну, может быть, они как-то вместе между собой, но вот. В общем, вот этот белый очень классный карандаш. Мне прям понравился. Но он как бы выбеливает. Какие-то, да, как блендеры работают. Продолжаю раскрашивать. Немножко так отвлеклась. Листочки. Ну вот, кстати, единственный плюс больших наборов — это то, что, конечно, допустим, много зеленых, разных совершенно оттенков. И вот когда на иллюстрации присутствует много разной листвы, то можно без проблем ее делать разнообразную. Хотя, в принципе, я думаю, что даже посредством, если карандаши хорошие, то даже 6 основных цветов и то дает разнообразие. Но большое количество, наверное, экономит время. Вот этот желтый у меня прям вообще мой любимчик уже стал. Но я вообще люблю такие яркие оттенки желтого, насыщенные. Ну вот, подтачиваю я какой-то такой дешевой точилкой, но она не ломает ничего, карандаши обычный. Я ее покупала, мне кажется, в магазине Еврошоп, что-то такое, давно. Лежала она у меня, лежала, и вроде здесь как подходит. Вот. Но да, печалька этих карандашей в том, что в механической точилке никак не получается, не влезает. Так бы вообще бы, как говорится, цены не было. Но, может быть, они поэтому и такие максимально дешевые среди брутфунеров. Хотя я не знаю, от чего это зависит. Ну да, они вот именно такие нестандартные. Все-таки правильно, что я взяла раскраску Ханны Карлсон, сделала иллюстрацию, потому что пошла она у меня очень-очень легко, и я прям вот села и, не отрываясь, все раскрасила. Так, ну, сейчас я взяла «Мир транспорта». Как вы знаете, я из двух сделала одну раскраску для того, чтобы красить маркерами. Ну вот, периодически возвращаюсь. Где-то с февраля, с марта я так потихоньку, когда приобретаю эту серию, я вот беру по две. Выбрала себе вот эту иллюстрацию, уже подложила салфетку. Сейчас выберу маркеры, вернусь к вам и пораскрашиваю на камеру. Выбрала я вот столько разных маркеров из двух наборов, Мазари и потом второй, который. Ну, в общем, сейчас приступлю к раскрашиванию. Оставайтесь, не переключайтесь, кому это интересно. Ну что ж, теперь приступим к маркерам. Я взяла желтый из старого набора, потому что там они подсыхают и хватает на мелкие детальки. А здесь вот как раз немного, я подумала. Но вообще, мне кажется, он подводит. Вот я даже перевернула. Ну, думаю, как-нибудь хватит. Надеюсь на это. Ну, просто жалко, если они высохнут. Поэтому, когда немного требуется, я беру эти цвета. И розовый. Розовый у меня из нового набора. Конечно, не самый мой любимый оттенок вот этот. Он такой яркий. Не, я люблю яркие цвета, но этот прям какой-то такой кислотный. Вот если бы он был как сам колпачок, был бы здорово. Но такие у меня есть в старом наборе Мазари. Оранжевый тоже из нового набора. В старом у меня, поскольку тоже довольно ходовой цвет, то подизрасходовался. Там уже тоже на маленькие детали только подходит.
Классно иногда так пораскрашивать, посидеть маркерами. Хорошее дело. Расслабляет. Мне нравится. Я прям люблю чередовать. Зеленый. Зеленый у меня из старого набора. Я им, как мне кажется, не так часто пользовалась. Но вообще он подсыхает, поэтому, как видите, я начала раскрашивать симметрично. Мне такой способ всегда помогает, если я чувствую, что я начала раскрашивать, фломастер или маркер подводит, я вот так симметрично крашу, и в случае чего, если придется все-таки чем-то делать замену, то будет, ну, как будто так задумано. Это хорошо. Вот сейчас придется заменить, наверное, потому что что-то как-то он не очень им приятно красить. В общем, по факту я взяла из того же старого набора другой цвет на один оттенок, как бы отличающийся, ну, вернее, там, по-моему, короче говоря, все равно он отличается, но это не страшно. Будет только веселее, тем более раскраска детская. Веселенько. Иллюстрация раскрашена. Ну, в принципе, опять же, как всегда, маркерами лучше, чем фломастерами. Хотя вот эти новые маркеры, они имеют некоторую особенность вот плешивить, то есть они нормально напитаны, они не полосят, но вот бывают такие какие-то пятнышки. Ну, а так, вполне себе веселенькая иллюстрация. Так уж получилось, что я сначала начала раскраску, хотя, ну, в смысле, я ее не начала, я ее продолжила, потому что здесь, в общем-то, пораскрашена иллюстрация. Не сказать, что много, но, тем не менее, я их раскрашивала тут. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока.